В этом видео мы разберемся, как снять хром с пластиковых элементов, как правильно запаять бампер, чтобы в дальнейшем он не развалился, как это все правильно перемотовать, загрунтовать и покрасить. И еще много полезной информации. Поехали! И снова всем физкульт привет. Ребят, спасибо огромное за положительные эмоции, которые вы оставляете мне под видео. Вы не представляете, как они меня заряжают и позволяют и вдохновляют снимать для вас еще. И поэтому для вас я сегодня хочу дать максимально больше полезной информации в одном ролике. Итак, мы сегодня разберем, как шпаклевать, как грунтовать, как зачищать пластиковый бампер. Также мы с вами сегодня разберемся, как обработать крылья, внутрянки дверей, задней крышки багажника. Также мы с вами сегодня покрасим мелочевку, надо ее грунтовать, не надо. Также мы еще с вами затонируем лаком задние фонари. Осталось у вас много вопросов, я постараюсь про это все рассказать. И что самое интересное, мы сегодня снимем хром с пластиковых элементов и покрасим. Обо всем об этом в этом ролике по порядку. Погнали! А начнем мы со снятия хрома. Так как это все дело не быстрое, мы первым делом разбираем, берем 1,5 литра воды, хлорное железо 250 грамм и засыпаем все это в нашу воду. Чтобы не было проблем, убедительная просьба: одевайте перчатки, маску и очки. Это вам не бытовая химия. Все это хорошенечко перемешиваем, погружаем наши детали и отставляем все это на 24 часа в сторону. Короче, ребят, передний бампер подразобрал. Смотрите, кто-то сюда додумался впаять абы какую сетку, то ли из какого-то грузового фильтра с автомобиля, непонятно. Он бы сюда еще сетку рябицу впаял. Так оставлять бессмысленно. Но и при этом я вам скажу так, я вообще никогда не за сетку, потому что повторно ремонт уже произвести практически невозможно. И с этим бампером у нас только одно решение. И сейчас я вам покажу какое. А сделал это я потому, что я уже купил за 10 баксов уставший бампер на разборке, когда хороший стоит $150. И сейчас я своими технологиями все это отремонтирую, шпаклевки будет по минимуму, трещины все я запаяю правильно, никакой сетки здесь не будет, обо всем вам расскажу и покажу. И этот бампер еще отходит долгое и долгое время, и в случае следующего ремонта его можно будет запаять без каких-либо проблем. И первым делом мы нагреваем строительным феном поврежденные неровные места и выдавливаем либо вдавливаем обратной стороной отвертки. Таким образом добиваемся максимально ровной поверхности. В идеале, конечно, это все делать, пока есть глянец на бампере. В итоге все я подровнял, все нюансики выровнял, не в идеал, правда, но пока достаточно неплохо. И поставил решетку. Так как решетка дает жесткость бамперу, и сейчас уже можно приступать к пайке пластика. Потому что если трещины эти будут жить своей жизнью, то паять их достаточно сложно. Сейчас он обрел жесткость.
120 наждачкой мы счищаем всю шпатлевку и краску, которая находится на трещинах. Таким образом мы очищаем трещины. В труднодоступных местах, где я не могу это сделать машинкой, я буду использовать гравер. Конечно, это можно сделать и вручную, но мне так удобнее. Если кому-то нужен будет точно такой же, то ссылку я оставлю в описании. Когда вы паяете бампер, для того, чтобы пайка была максимально качественная, нужно использовать пластик точно такой же марки и точно такого же состава. Мне, честно говоря, очень повезло то, что у меня есть старый бампер, я вырезал оттуда. Но на случай того, если у вас нету, как правило, отрезают из подкрылков кусочки такие же и паяют ими. На каждом пластике есть маркировка. Смотрите маркировку и сопоставляйте. Если пластик будет разный, то пайка будет вообще абы что. На первый взгляд может показаться, что дело это достаточно нехитрое. Но я вам так скажу, здесь тоже нужен определенный навык, чтобы не перегревать поверхность и прогревать правильно электрод. Лишнее мы отрезаем. Проверяем конструкцию на прочность и заплавляем все остальные трещины по порядку. Эту трещину я заплавлял и снутри, и снаружи. «120-й наждачкой мы спиливаем лишний пластик, то, что мы наплавили, и все трещины на лакокрасочном покрытии. Ну и давайте же проверим, как выглядит наш хром спустя 24 часа. Вот так он выглядел до химии, и вот так он выглядит после. Осталось его правильно перегрунтовать и покрасить, чем мы сейчас и займемся. Отмываем обильным количеством воды и замотовываем 320-й наждачкой. Перед грунтом все тщательно обезжириваем. Ни в коем случае не растворителем. Для повышения адгезии грунта к пластику я буду использовать Spectral Plast 705. Наносим его одним слоем, выжидаем 10 минут, а после этого наносим наполнительный грунт. Наполнительный грунт я наношу в один слой, стопроцентная укрываемость в глянец. И сейчас я вам объясню, почему я сделал все именно так. Когда вы работаете с пластиком, вы должны понимать, что шпатлевка на пластике не держится вообще.
Для этого сначала нужно нанести праймер, повышающий адгезию, потом грунт, а потом уже наверх шпатлевать. Вы еще также должны знать, что 120-й наждачкой, как это делал я, пластик лучше не зачищать, потому что он начинает ворситься. Если он ворсится, ты наверх наносишь грунт, ворс остается. Казалось бы, ничего страшного, но не всегда его можно счистить, и поэтому придется перегрунтовывать еще раз. В моем случае я знал, что я буду грунтовать этот бампер 2 раза, потому что его нужно нормально отшпатлевать. А так как шпатлевка не держится просто на пластике, мне нужно было нанести грунт, отшпатлевать, потом еще раз перегрунтовать. С этим пока все, это все сохнет, а мы обрабатываем крылья и внутрянки дверей. Изнутри крылья я всегда стараюсь обработать пушечным салом. Почему пушечное сало, а не мастика там и еще какие-то обработки? Потому что пушечное сало, оно, даже если где-то ты что-то в идеал не обработал, остался какой-то мелкий жучок, то оно не даст ему распространяться. Оно все здесь консервирует. И так как здесь будет стоять защита, здесь ничего вымываться не будет, пескоструиться здесь ничего не будет. Со временем где-то немножечко это еще разогреется на солнце, все растечется и все будет идеально. Я больше чем уверен, что вот такая вот обработка лет 5 не будет вас беспокоить. И то, скорее всего, если вас его что-то будет беспокоить, это уже будет с наружной стороны, где-то какой-то будет скол, и вот от него уже, от механического воздействия пойдет распространяться ржавчина. А здесь, я больше чем уверен, можете забыть. Перед обработкой дверей и задней крышки багажника я заклеиваю скотчем все отверстия, через которые может вылететь обработка. Честно говоря, не особо хотелось бы отмывать от свежепокрашенного автомобиля обработку, потому что если это делать обезжиркой, то так как лак еще свежий, может помутнеть лак. Я беру Наволовский Gravit 640. Он предназначен специально для обработки скрытых полостей. Почему я купил именно его, а не сделал это с помощью обычной отработки вперемешку с мовилью? Да потому что отработка с мовилью будет долго вытекать, а мне не очень хотелось бы, чтобы мои двери облили мне пороги и долгое время вытекали. Если и в пороге можно это сделать, то в дверь особо нежелательно. И поэтому я решил использовать эту обработку, так как она быстро подсыхает и перестает течь. При этом остается жирной и выполняет все свои функции. Ну вот смотрите, на улице где-то плюс 25, и она через полчаса подстыла и перестала течь. И на мой взгляд, одно из самых положительных свойств таких обработок — это приятный запах. Да, конечно, она подсыхает через полчаса и дальше не распространяется. Это, конечно же, минус, потому что если ты загонишь в порог такую обработку, она через полчаса засохла и остановилась. Когда мы заливали обработку, отработанное масло вместе с пушсалом, оно долгое-долгое время остается жирным и при этом распространяется, как бубонная чума. Поэтому такую обработку я использую только в двери, для того, чтобы оно мне потом не обоссало мои пороги из задней крышки, заднюю часть автомобиля.
Шпатлевку я буду использовать мелкое стекловолокно. Наносим ее тоненькими слоями. Зачищаем 180, потом 240 и 320 наждачкой, чтобы после грунта не было проявления мелких рисок. Смешиваем грунт 1 к 5. Заливаем. В моем случае мне понадобилось где-то 300-350 грамм. И наносим 2 плотных слоя в глянец. Межслойная сушка 10-15 минут. Другими словами, нанес слой, подождал 10-15 минут, он подсох и нанес второй слой. На следующий день, когда грунт хорошенечко просох, я беру 500-ю наждачку на машинке и плавно все выравниваю. То же самое я делаю и со вторым бампером, соответственно и с ручками, и с остальными пластиковыми элементами. А вот для того, чтобы нанести лак на фары, я буду использовать 1000-ю наждачку на машинке. Также это можно сделать вручную с водичкой. Краска у меня уже готовая, разбавленная 1 к 1. Перед нанесением краски все тщательно обезжириваем. Липкой салфеткой убираем мелкие пылинки, ворс после обезжиривания. Краску я наношу в 2 слоя, межслойная сушка 10 минут. Давление на пистолете я выставил 2 атмосферы. Спустя 10 минут после высыхания базы я наношу лак. Тоже давление я выставляю 2 атмосферы. Лак у меня на Воловский 590, разбавителя 10-15%. Также наношу 2 слоя. Межслойная сушка 10 минут. Ну и после того, когда я покрыл все детали лаком, я в остатки этого лака добавляю чуть-чуть черной базы. Той же самой базы, которую я наносил на бампера. И наношу 1 слой на фары. Сука, камеру разбил, ёб твою мать.